Мощность дозы 12,9 миллирентгена в час. Опасно. Слухи, то, что людям ничего не говорили, то, что люди несколько дней даже не знали, он говорит, чушь, он говорит, в первый же день ни одного рейсового автобуса, все рейсовые автобусы ходили, людей уже вывозили. Придем прямо к станции космической связи. Сюда свозили все самое радиоактивное из всей зоны отчуждения. Дозы 256 микрорентген в час. Постоянно натыкаемся на радиоактивные пятна. 380-400. Это, походу, строят противопожарную вышку, чтобы, засекать вот эти пожары. Потому что Заебись, там можно поспать. Не, там нельзя. Почему? Там могут рабочие приехать. Вот они, сука, удивятся. Идем все в одну линейку, потому что тут есть счетчик. Тут село только заканчивается, есть еще жилые дома, но в них могут жить также и менты, которые тут вахту несут. Поэтому идем тихонько в одну шеренгу. Сейчас будем потихонечку пробовать искать брод. Но он местами очень глубокий, поэтому нужно быть аккуратным. Как енот полоскун, блин. Вот эту вот каждую песчиночку. Что, уже чупакабра где-то заебашил? Я в сторону выхода пошел. Так хоть бы сказал, давай. Забросились в зону, и начался довольно-таки неприятный дождь. Поэтому мы сейчас оперативно будем искать себе хату, чтобы переждать его и уже выдвинуться дальше. Потому что путь у нас не маленький, дорога далекая, а идти по такой мокрой погоде не очень-то приятно. Тем более ноги уже мокрые после ночного заброса. Можно все-таки устроить ночлег нормально. Аккуратно ступай. Вот нашли такой чердачок. И сейчас будем тут раскладываться спать. Были, конечно, тут нужно аккуратненько разложиться и спать, не поднимать пыль. Довольно-таки ламповая атмосфера. Надеюсь, никто сюда не придет. Самое важное — получить за добра. Конечно, все мокрое, это жестяк. Но зато на соломе очень даже мягко спалось.
проходит метров 5 еще по нашему направлению и уходит дальше. То есть вообще охренели. Просто волк вот такой вышел. Раз такой, даже не повернулся, не посмотрел. На череваче рыську слышал хорошо. То есть я утром вышел, и вот это гибрид мявканье с гавканьем было. То отчетливо слышал рысь. Может, это белка была? Какая белка? Мы не так сильно пили. Мы пили сильно, но вряд ли это такая была белка. Вон, видишь? Какая-то черная, не можем понять. Слушайте, так если тут где-то кабанчики есть, то теоретически у нас может быть шашлык. При условии, что у нас есть ружок. С кабанчиком договорились. Или у кабанчика будет 4 шашлыка. Ну, что бесвероятно. А кабанчики обычно по одному не ходят, поэтому больше вероятно, что у них будет еда. Зашли в лесочек, сейчас сделаем небольшой привал, покушаем и пойдем дальше. Отошли чуть-чуть так подальше от главной дороги, по которой ездят патрули, чтобы их видеть и в случае чего убежать. Или вот тут заныкаемся. Хорошее место. Ми колись теж зібралися в поход, коротше, чувак теж нарисувався з Кривого Рога. Дощик починається. Коротше, ми вже на автостанції на Поліссі ждемо, приходить. Вещмішок, коротше, коврик для ванни скручений на вещмішку, у нього 4 мівіни. І, по-моєму, коротше, кросовки і шльопанці. Кросовки і шльопанці в нього рвуться в перший чи в другий день. Він своїм 39-м розміром моїх 45-х іде скотчем примотаних, блядь. Мощный тип. Ні, там реально типу, йому тоді було 40 з чим-то лет. Він, блядь, ми стоїмо з Олегом, дивимося на нього, він, блядь, коротше, 2-метровий забор, він його перепригнув, як і не було. Да, кроссовки бывают подставные. Я один раз... А кросовки печалька. Я первый раз, когда в горы пошел, тоже с товарищем, мы еще до гор не дошли, у него тупо подошвы поотваливались. А колись теж я секондом приторговував. Дайте еще место. Нашов ловер. Думаю, блядь, заебись ботинки, зараз будемо на роботу сходимо. Где воду искать? Прошел 50. Нахуя нам уж, блядь, мелюзгины канале хватает? Где показания дозиметра? Нема дозиметра, нема радіації. Сейчас мы уже будем выходить на такие открытые участки, поэтому тут нужно быть супер внимательным. Дошли до разъезжи и практически приближаемся уже к нашему основному пункту на сегодня. Это деревня Стечанка. Это еще в каких-то 2000-х, по-моему, тут все выгорело. Сколько раз зона горела, так чтобы Да, быстрее. много раз, каждый год горит. Ну, наверное, так как вот в прошлый раз горело, такого еще не было. Не, это самый мощный был пожар. Мы уже выходим на Карагодскую трассу. Это очень палевная дорога, потому что здесь очень часто ездят лесники, патрули и прочие люди, которые работают в Чернобыльской зоне. Поэтому наша самая главная задача — это, конечно же, быстро пройти этот участок и уже углубиться в село. Конечно, тяжело узнать, что это село, потому что все настолько заросшее. Но вот стоит сельская остановка и машина. Быстро, быстро, быстро. До сих пор слышны звуки, как она едет. Но она тут может быть не единственная. Все он же? Ладно, пошли. Вот такая вот встреча. Хорошо то, что мы ее услышали еще издалека, но относительно издалека, наверное, метров за 200. И успели быстро среагировать и спрятаться. Так, и сколько тут? 23 всего, 22. Это вообще чисто. Норма до 30. Не знаю. Сейчас это вообще чистота. Вадим хочет залезть вот туда наверх, посмотреть, можно ли там заночевать. Но проблема в том, что даже если там есть место, то рюкзаки мы туда хрен поднимем. Ну, место тут есть вообще-то. Не, нормальное место. Залезть проще, я думаю, чем съездить сюда.
В 2007 году лазил, искал схрон. Где-то вот там вот он был с артефактом. Ну, с артефактом схрон вот там лежал. Ну, сталкер, это тень Чернобыля в 2007 году. Я еще мелкий был. Ну, кто понял отсылку, тот понял. Посмотрим, что там. В коровниках все в говне будет. Ну, надо сходить посмотреть. Ну-ка подождем. Был бы я ментом, увидел, что вот так вот люди в говне спят, сказал бы убогие, даже не трогать их, блядь. Чисто, сука, убогие, блядь. Мне кажется, ночка тут будет атмосферная. Самое самое на самом деле. Здесь его и не видно будет на самом деле. Да? Там, кстати, подъезжали, если хочешь снять, 2 коня 60. Он красный за ней. Я пойду с той стороны. Давай. А вы с этой, если они выбегут, то я их засниму. Давай. Подождите только. Давай, окей. Этот колхозный двор вообще богат на такие удивления, потому что здесь очень много техники, очень много зданий и даже животных. Сейчас будем уже потихоньку располагаться на ночлег, потому что солнце заходит, и самое главное, конечно, чтоб никто сюда не пришел. Я, наверное, на буряку штани все-таки одену, чтобы были геть подбух. Ты боишься все-таки яички облучить, да? Не. Ты боишься, что когда тебя смотрят на камеры, видят в синие шорты, скажут, ебать, он охуел, да? 100 пудов. Предлагаю вообще голышом зайти туда. Они подумают, что какие-то зверолюди, блин. Хочешь стать знаменитым? Залети на буряков с голышом. А нам хлопьев там гречневых хватит? Вот гречневые хлопья. Давай еще этот пакет. Так, ну, Потом до соли ведь. не буду. Давай. Ночка выдалась, конечно, мега холодная. С рта шел пара, значит, температура воздуха была где-то меньше 10 градусов. Делаем кофеек и выдвигаемся на Буряковку. Что ты слышишь, иди давай. Ты здоровый самый. Так а где лошадь вы видели? Прям Да ладно. фыркал, слышишь? Я не вижу его. Выруби белый свет, не пались. А вот ходит. Пошел нахуй, блядь. Где? А Ну, прямо. вот прямо. А нам куда идти? Направо. Он не пройдет. Это его территория, он будет тут кругами ходить сутки, пока мы не уйдем. Вот какая-то. Он тут не один, поэтому аккуратно. Там двое? Да, двое. Глаза не вижу светящиеся. А ты присмотрись. В темноту присмотрись. Да, вижу. Ну, метров 150. Ладно, Ага, пошли. и дальше сейчас, по-моему, пожар будет.
Пошел на. В общем, мы только вышли из коровника, в котором ночевали. И просто на входе стоят лошади и ждут, пока мы уйдем отсюда. Потому что мы вышли, они начали активно фыркать, а они так отгоняют людей от себя. Ну, потому что это их территория. Им не понравилось, наверное, то, что мы ночуем в их коровнике. Бобр, проверка связи. Так, правильно есть. Раз. Я тебя слышу. Сейчас мы будем врываться уже на территорию и будем обходить камеры. Будем обходить всю территорию по периметру, чтобы нас не спалили еще с поста, чтобы не приехал сюда наряд. Ты знаешь, где все камеры, да? Сюда свозили все самое радиоактивное из всей зоны отчуждения. Восемь с половиной было. Это в том месте, видишь? Мы отошли буквально 1 метр и сразу фон упал. Только что был 8,5. Сейчас 20,77, 10 раз меньше нужно. Джокера убрали. Вот тут был Джокер. Вот тут стоял Джокер, сейчас его нет. Давайте бегом. Кстати, тут вот такая вот каморка. Кто-то ее открыл, а внутри вот вещи ликвидаторов. Вот тут вертолеты стоят. Смотрите, как видите. Сколько разница буквально. Нещадно распилили. Очень большая территория, здесь повсюду техника, БТРы стоят. Вот стоит машина БАТ-2. Нас уже спалили. Не факт. Ну, возможно. Вот тут даже стоит пожарная машина, и не одна, их здесь много. Вот как она, конечно, выглядит уже в наше время. Вероятнее всего, это те самые пожарные машины, которые тушили пожар в ночь аварии. Оперативно будем отсюда уходить, потому что мы увидели камеры, которые смотрят в нашу сторону. Поэтому есть большая вероятность, то, что нас уже увидели, и сюда в скором времени придет патруль. Вот в лесу стоит пожарная машина. Танками. Только что увидели совсем свежие следы человеческие. Поэтому, вероятнее всего, здесь уже ходит патруль, как минимум 1 человек.
Но мы попытаемся тихо покинуть эту территорию, не спалившись, потому что у нас дорога еще далекая. И не хотелось бы, чтобы нас уже ждала засада где-то на пути к Припяти. Асфальт — это та трасса, на которую мы выйдем. Ну все, пошли. Я себе еще так нормально штанину разорвал. Где-то за этот кусок металла зацепился. Но видишь, там уже и следы были, кто-то ходил. Скорее всего, охранник. Ну да, наверное, уже обход был утренний. Потому что, ну, давай так по-честному, сталкеров одиночек не так много. Но встречаются. Встречаются, но их очень, ну, немного. Местечко, конечно, палевное, потому что, во-первых, видишь, тут дерево заготавливают, а во-вторых, вот тут метров 200 это уже Вектор. Что? Вектор. А, Вектор слева? Да, он очень рядом. Поэтому тут, конечно, нам нужно по-шустрому пройтись. Проходим возле села Чистогаловка. Это одно из 2 сел, которое подверглось очень сильному загрязнению. Здесь прошел западный след, и в первые дни аварии сюда дул ветер, и осадками на всю эту местность осела радиация. Как бы сильно ликвидаторы не боролись за это село, по итогу его пришлось полностью закопать под землю, потому что дезактивировать это место никому не удавалось. Тихо, да, я слышу дверь машины. Да ладно. Слышал? Там. Стопудник. Да, да. Даже быстро пошли. Кто-то активно хлопает дверьми. Где-то возле трассы мы их услышали. Сейчас опять будем пытаться обойти это место, потому что непонятно, кто это. Здесь проходит село Чистогаловка и довольно-таки загрязненная местность, поэтому я не думаю, что это какие-то случайные люди тут. Пока мы продвигаемся по лесу, постоянно натыкаемся на радиоактивные пятна, и дозиметр очень стремительно меняет свои значения. Показатели то растут, то падают. И вообще мы заметили, что фон здесь нестабильный, потому что возле дороги была практически норма, а сошли чуть-чуть в обочину, когда увидели кого-то впереди, и сразу значения очень сильно выросли. Если бы сюда шли, мы бы, я думаю, не сразу бы дошли. Какой сейчас фон? 212 микрорентген. Ну, не сильно 10 большой, раз конечно. превышен. Да. Ну, это мелочь. Мы проходим возле железнодорожного полотна, которое восстановили, и периодически здесь ездит состав и перевозит отработанное ядерное топливо. Сейчас мы быстро будем набирать воду и уходить. Из-за того, что начался дождь, не очень удачное время мы выбрали для этого дела, но куда деваться, вода нам нужнее. Будни сталкерских походов. Набрали воду. Ох, тяжелый, конечно, рюкзак. И сейчас уже будем возвращаться в село. Из-за того, что падает дождь, трава очень сильно промокает. И с травой также и одежда.
Поэтому это не очень приятно оказаться мокрым в дождь, зная, что негде высушить вещи. Но такие вот у нас сталкерские будни. Есть дальше. С одной стороны, ночью гулять по Припяти прикольно. Но есть небольшие, скажем так, нюансы. Во-первых, ночью активизируются животные. Мы сейчас, пока идем, уже слышали несколько лосей. И другой момент. Для кого-то может показаться мелочью, но тем не менее, по пути, прямо вот на дороге, куча паутины, куча пауков. Мы идем на красном свете. Паутину эту практически не видно. И мы ее вместе с пауками сбиваем лицом постоянно. Ну, момент такой не самый приятный, скажем так. Я видел только что блик. Прямо сейчас находимся на центральной площади Припяти. В 100 метрах КПП Припять с собаками. Поэтому идем максимально тихо. Я нашел вход. Давайте сейчас зайдем, переоденемся и уже пойдем. Мы защитили себя как могли и сейчас уже попытаемся проникнуть в сам подвал санчасти. Надеюсь, все пройдет хорошо, потому что подвал — это очень огромная сеть туннелей, которая связывает между собой несколько корпусов медсанчасти в городе Припять. У меня змейка порвалась. И что? Ничего. На сумку частицы попадут. Да ничего страшного. Пытаемся защитить свои ноги от того, чтобы пыль в подвале не оседала на нашей одежде. Возьми-ка на комментарий у бобра, почему он хуй ложил на все это. Бобр, почему ты ходишь? Там же обычная пыль. А ну вообще, что ты скажешь про подвал? Ты уже был там несколько раз. Ну да, обычный подвал, стандартный, як всіх советські підвали. Всіх частях. Потому что тут можно напороться. Только спустились в подвал, сразу же нашли интересную комнату с плакатом советским. И как можно увидеть, здесь очень много шмоток. То есть это доказывает то, что в подвал спускаются очень многие сталкеры. И в первые дни аварии, когда случилась катастрофа, сюда скидывали все вещи с тех пожарных, которые тушили пожар еще в ту самую ночь аварии. То есть вещи были максимально фонящие. Их реально было больше. Мощность дозы
12,9 мили рентгена в час. Опасно. Да. Мы спустились в подвал не только для того, чтобы найти комнату с вещами пожарных, а также найти различные другие интересные места. И поэтому мы не задерживаемся там, где очень сильное излучение. И сейчас будем проходить, углубляться в коридоры этого подвала, потому что это огромная сеть туннелей, и можно себе только представить, на что тут можно наткнуться, потому что здесь многих вещей никто никогда не видел и не снимал, и они лежат здесь еще с момента аварии. Вот в коридоре валяются кислородные баллоны. Довольно мрачная атмосфера здесь царит. Вы говорили, что до подвала Юпитера по атмосфере далеко. Я, пожалуй, с ним соглашусь. Но место все равно очень антуражное. Подвал довольно-таки огромный. Вот мы уже ходим не первые десяток минут и постоянно натыкаемся на новые и новые коридоры. То есть в теории можно зайти в одной части части, а выйти в совершенно другом ее корпусе. Настолько огромная сеть туннелей под этими зданиями. Это на выход. То есть, в принципе, такая каска сейчас может где-то на лучше продаваться? Да. Которая не будет писать, какая это краска. Я думаю, что в черном рынке найдутся. Вот ботинки пожарных, очень сильно фонящие. Здесь вот такой уже довольно узенький коридор, потому что над нашими головами идет целая сеть вентиляционных труб, которая простилается по этим коридорам. Поэтому приходится вот так вот пригибаться и внимательно ходить, потому что можно удариться головой. Довольно опасно, низко они так стоят. Комната со старыми записями заболевших, которые попадали в больницу. И здесь, вероятнее всего, история их болезней. Возможно, машина. Невозможно точно. Ну да, нужно раздеваться. Только что рядом слышали машину. Причем слышали даже не звук мотора, а как... Тихо? Это громко. Кстати, надо, наверное, ебашить, потому что чувствую, буду насыпать. Да. На улице кромешная тьма, и мы только что услышали, как едет машина. А нам еще нужно выбраться из Припяти и дойти на нашу хату. Поэтому всем, кому нравится такой контент, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто еще этого не сделал. Переходите на канал Толяныча. Я думаю, у него тоже будет очень интересный видос с этого похода. У него совершенно другая и интересная подача. Поэтому также подписывайтесь, поддерживайте. Для нас это очень важно. Приближаются собаки, сваливаем. Придем прямо к станции космической связи.
380-400. Никогда в жизни не видел чего-то подобного. Отпечатки от когтей. О, вот это волчачий больше.